Приветик, мои хорошие! Ну что ж, сегодня мы с вами будем тренировать ноги и попу. Мои любимые, наверное, мои самые любимые тренировки на канале и вообще в жизни, где бы я ни тренировалась, в тренажерном зале или в домашних условиях. Моя любимая зона для тренировок – это именно ноги и ягодицы. Я не знаю, как у вас, но я просто фанатею от этих тренировок, поэтому сегодня мы потренируемся вместе со мной. Возможно, я покажу вам какие-то новые нюансы, новые упражнения. Так что сегодня, я думаю, ваши ноги и ягодицы будут в очередной раз гореть. Поехали! Итак, в течение нашей тренировки нам потребуется стул. У меня его не нашлось, поэтому я буду использовать степ-платформы. Итак, мы садимся на нашу поверхность и будем выполнять обыкновенные подъемы на ногу. Сначала одну, затем вторую. Будем попеременно их менять. И когда мы встаем, здесь будьте внимательны. Мы должны делать упор именно на пятку. До конца старайтесь не щелкать коленом, для того, чтобы не было слишком сильной нагрузки на нее, потому что у нас будет много повторов. Вы руки можете поставить или же на пояс, или держать их перед собой. Если вам слишком легко, вы можете взять гантели, чтобы усложнить вашу тренировку. Ну, а мы поехали. У нас будет действительно много повторов и много различных упражнений, связанных со стульчиком. Поэтому поехали. Упираемся пяточкой и чувствуем, когда вы поднимаетесь, что у вас сжимаются ягодицы. То, что нам нужно сегодня. Продолжаем, держим равновесие. И когда мы встали, теперь одна нога у нас идет сзади себя. Старайтесь как бы обогнуть этой ногой стул. Возвращаем ногу и опять садимся. И садимся. Встаем мы на пятку, держим упор. Сели. И нога за себя. Продолжаем. Стараемся здесь действительно держать равновесие, потому что упражнение не из легких. Не отвлекайтесь, и тогда вы будете идти в темп со мной. Сели, встаем и нога назад. Отлично, теперь мы встаем, и одна нога у нас ложится на другую. И сразу же мы садимся и встаем. Садимся и встаем. Сжимайте наверху ягодицы. Теперь работаем только на одной ноге, но опять же не забываем про упор на пятку. Когда встаем, делаем выдох, сели. Выдох, сели. Не задерживаемся на скамейке, не сидим. Мы тут не сидим с вами, не отдыхаем, мы работаем над ягодицами. Поменяли одну ногу сразу же, и вторая пошла. Встали, выдох. Сразу же встали. Держим равновесие. Еще совсем чуть-чуть. Выдох, жали ягодицы. Отлично. Молодцы. Встали. Сразу же прыжком поменяли ваше положение, руки в упоре. И этой же ногой мы с вами выполняем вот такие вот махи. Старайтесь пятку отодвигать в противоположную сторону. Опорная нога у вас немножечко согнута в колене. И как можно выше мы поднимаем рабочую ногу. Подвигаем ее к себе и сразу же в сторону. Выдох, вдох, выдох, вдох. Представьте, что у вас какая-то резинка натянута на вашей ноге, и поменяли ее. И вы ее подтягиваете как бы с силой. Сопротивляйтесь своему же движению. Выдох, выдох. Еще чуть-чуть.
Еще пару раз. Молодцы. Сразу же, не отдыхая, мы становимся с вами на колени, становимся в упор на локти. И эта же нога у нас опять по очереди, да, идет наверх. Пяточкой стремимся тоже в потолок, но нога идет немножко со скосом. Не просто вверх, а немножко косим как бы в сторону. И поднимаем ногу. Спина у нас, не забывайте, прямая. Следим за этим всем. Живот подтянут. И делаем махи. Упираемся локтями в поверхность. На самом деле это может быть не просто стул, это может быть какой-то комод, стол, какие-то, не знаю, приспособления, как у меня, к примеру, или же просто краешек вашей кровати. Опустились на колени и сразу же поднимаемся с вами в полный рост. Становимся сначала на левую, к примеру, ногу, левой же опускаемся, потом правая нога, упор на пятку, правой же опускаемся. Не забывайте, что у нас две ножки, и они должны работать одинаково. Руки перед собой лучше держать. Опустились. При подъеме делаем выдох. Опускаемся той же ногой, с которой же встали. И при подъеме старайтесь следить за вашей ногой, в какой угол она согнулась, чтобы коленка у вас не выходила за носок, острых углов не было. Упираемся в пятку и встаем, поднимаем себя за счет того, что сгибается ваша ягодица с упора на пятку. Самое главное. Не сбиваемся. Встаем одной ногой и этой же ножкой опускаемся. Правая, правая вниз. Отлично. Сделали упор на руки. И поехали. Следующее упражнение. Сгибаем ножку у нас в колени и вращаем кругом. Делайте круг вашим коленом. Старайтесь корпус не шевелить, то есть у вас прямая линия туловища, спинка прямая, работает только нога. Рисуем большой круг. Если вы хотите усложнить это упражнение в области под коленкой, можете сжать гантелю, и так будет гораздо сложнее крутить эти кружочки. Работаем теперь второй ногой. Повыше поднимаем ногу, не задерживаемся внизу. И еще немножко. Молодцы. Опустились. Разворачиваемся, расставляем ноги как можно шире. Ступни у вас в свободном положении, и мы с этого положения поднимаемся. Это такой недоприсед, как я его называю. Мы становимся в упоре на ваши колени, и при подъеме вашего таза со всей силы сжимаем ягодицы. У вас корпус ровный, вы ничего не делаете верхней частью тела, просто поднимаетесь и как можно ниже опускаетесь. Все зависит тоже от вашей растяжки, конечно же, но здесь важно, когда вы подняли свой таз, сжать ягодицы. И делаем мощный выдох при подъеме. Старайтесь ягодицами опускаться не на ваши ступни, а как бы между ними. Отлично. И поехали следующее упражнение. Я уберу немножко высоту своего стула. Вы можете работать с тем, что у вас есть. Мы кладем наши ножки на эту поверхность и выполняем подъем таза. Сделали упор руками на поверхность. Поднимаем таз как можно выше и обратите внимание, как стоят мои ступни. Я делаю опять упор на что? Конечно же, на ваши пятки. И при помощи этих пяток я вывожу таз вверх в прямую линию и сжимаю ягодицы в верхней точке. При подъеме я еще тоже делаю выдох, естественно, и опускаю ягодицы не до конца, то есть я не бросаю таз, он у меня все время находится в таком жгучем положении, когда все работает. И подняли, опустили и подняли. У нас еще будет очень хорошее завершение этого упражнения. Встали на одну ногу, и вторая работает. Второй ножкой мы выводим ее наверх, затем как бы заворачиваем под другую ногу. В этот момент просто горит все.
все ваши мышцы, которые вы чувствовали до этого и не чувствовали. Опустили, поменяли ногу. Раз, два, три. Стараемся таз не опускать. Ягодицы в этот момент болят, жгут, трясутся, но мы работаем дальше. Есть. Опустили таз, подтянули ножки к себе, немножко растянули ягодичные мышцы, расслабили их. И у нас осталось всего лишь парочка упражнений. Становимся в упор на эту же поверхность. Колено одно согнуто, вторая нога прямая, и мы делаем вот такие вот подъемы. Здесь самое главное не опускать до конца ногу, не бросать ее. У вас бедро находится постоянно в напряжении. Работаем над избавлением от ушек, над избавлением от галифе. Очень хорошее упражнение. Если у вас еще есть утяжелитель на ногу, оно будет еще лучше от этого. Работаем, еще поднимаем. После таких упражнений это очень сложно. Переворачиваемся на другую сторону и работаем над второй ножкой. Выпрямили ногу и поехали. Как можно выше поднимаем. И обратите внимание, у меня нога вообще не касается к полу. На секунду коснулись и сразу же подняли. Как можно выше. Старайтесь ногу поднять до параллели с полом или чуть-чуть выше. Вторая рука у нас стоит на поясе. И еще совсем чуть-чуть. Отлично. Молодцы. И последнее веселое упражнение – это ходьба на ягодицах. Мы с вами садимся на нашу попу, которая сейчас уже просто как будто отвалится, и добиваем ее. Разминаем булчонки, которые сейчас уже испеклись в духовке, которые просто горят невероятным огнем, и шагаем на этих ягодицах. Туда-обратно. Такие шаги можно проделать по всей вашей квартире. Скажите родным, что у вас тут своя атмосфера, и шагайте. Очень хороший такой самомассаж, кстати, почему бы и нет. Отлично. Вот и все на сегодня. Обязательно добавляйте это видео в избранные, делитесь им в социальных сетях, добавляйте эти упражнения в свою программу тренировок. Но мы с вами встретимся в следующем ролике. Всем удачи. Пока-пока.